Всем привет! И сегодня я бы хотела с вами поговорить на тему карьеры. А именно, наверное, больше отношение людей в наше время к профессии. Потому что я сейчас готовлюсь к экзаменам, и иногда, естественно, мне нужно отдыхать. И я не хочу смотреть ничего такого прям супер-мега тяжелого, но я и сама в течение дня смотреть не хочется. Я смотрю Антона С. Сплетни, и вот наткнулась на то, где он говорил, как унижали, ну, неважно, мужа Лолиты, в общем, за его профессию. И я зашла буквально на 10 минут эфира, посмотрела и была в шоке от нескольких вещей. Первое, это, наверное, то, что я всегда считала, что люди, работающие на телевидении, до того, как выйдет программа, вот каждое слово, которое они говорят, проходит через 25 инстанций. То есть там редактора, какие-то пиар-менеджеры, я не знаю. Ну вот, короче, огромная команда, которая работает над тем, чтобы все сказанное в эфире было правильно. Правильно. Потому что есть негласные, да, человеческие законы, которые, в принципе, нигде не написано, что так делать нельзя, но понятно, что так делать нельзя, да, как, наверное, нельзя там у женщины возраст спрашивать, не то, что нельзя, но не делается так, особенно там при всех или там на первом свидании, если женщина не хочет говорить, а ты ее достаешь. Ну вот, в общем, такие правила, которые считается, что некрасиво так себя, в общем, вести. И поэтому, когда в студии и сам ведущий, и какие-то непонятные гости начали очень... За 10 минут, я вот реально посмотрела 10 минут, сказали раз 25, что профессия тренера, то есть у этого мужчины профессия тренер, что эта профессия, она не профессия. И какой-то, как я поняла, знаменитый адвокат тоже довольно грубо выразился в сторону этого человека. Ну ладно, адвоката мы оставим, хотя тоже мне казалось, умный человек должен быть, по идее, адвокат, да, начитанный такой, образованный. Именно вот адвокаты, мне кажется, это, знаете, как адвокат дьявола, то есть такие, как змеи, и красиво скажет, и вроде ты не поймешь, что тебя только что оскорбили, а тебя оскорбили. Ну вот такие вот люди мне всегда как хорошие адвокаты представлялись, в моем понимании. Тут стоит, ну, насколько я понимаю, раз его так вот пиарят, хороший адвокат, и абсолютно ноль чувства такта, ноль вот какой-то именно, знаете, такой интеллектуальной критики, просто в лицо говорит, да кто ты такой, я вот адвокат, мне с тобой неинтересно говорить, ты вообще не человек, и ты, короче, там, фу, твоя профессия. У меня, знаете, челюсть отсюда и сюда, такая, тыкс. И, естественно, кучу там всяких звезд, которые оскорбляют профессию этого человека. И у меня тут немножко такое странное чувство такое было, потому что я считаю, что вообще нету плохой, хорошей профессии, но это я подниму чуть попозже эту тему. А в общем, то, что человека оскорбляют за то, что как бы его профессия не подразумевает под собой умственную деятельность, и это делают люди, которые актеры. Я считаю, что профессия актера это тоже тяжелая профессия, как и профессия тренера. Но давайте будем тогда честными, профессия актера или ведущего на телевидении, у которого в ухе, да, тоже тот, кто ему говорит, и он это произносит, тоже особо не интеллектуально затратная профессия, ну ё-моё. То есть тогда хотя бы, я не знаю, то есть они, в принципе, оскорбляют, получается, профессию этого человека, говоря, что она не подразумевает под собой использование мозга, но их профессия же точно такая же, по идее. Если их логикой руководствоваться, то есть я так не считаю, я говорю, вот если их логикой руководствоваться, то и он, и они стоят одинаково, просто они получают в этой стране намного больше, чем он. Но многие люди получают так же, как он, теперь что получается, все они не люди. Ну, короче, я была в ужасном шоке. Мне казалось, такой вообще на телевидении не может выйти, оказывается, может. И я еще понимаю, что это еще их корректировали. То есть это еще кто-то писал сценарий, и ты просто такой сидишь, думаешь, а если без сценария? Там же просто уши бы отвалились и ушли.
И теперь поэтому я понимаю, очень часто на канале задают детишки вопросы, я боюсь там выбора профессии, я не знаю, что выбрать. И я всегда думала, у меня в детстве было куча вариантов профессий. Я вообще сама выросла в семье, где мама, папа доктора, и с проблемой, да, вот когда люди бы оскорбляли как-то профессию моих родителей, я никогда не сталкивалась, естественно. Да, то есть все равно профессия врача, как я понимаю, как и адвоката, считается неплохими профессиями. Но в моей семье, что мама, что папа, всегда говорили, что я могу выбрать любую профессию, потому что плохих профессий нету. И рассказывая мне про молодость, часто мне мама рассказывала, что там папа работал во время учебы и дворником, и охранником, и вообще все возможные профессии, и это говорилось как гордость в его сторону, то есть он молодец. Потом, естественно, я подросла, начала знакомиться с противоположным полом и поняла, что да, в наше время очень часто сталкиваешься, что у человека нет денег, и ты ему говоришь, ну у тебя есть твоя основная хорошая работа, просто она не очень сейчас денежная, но возьми 2-3 какие-то плохие подработки, плохие в плане, как сказать, да, что считается, я не считаю так. Ну ты что, ну что я буду там, ну, такие профессии не для меня, что? Нет, его высочества не будет. И мне всегда казалось это немножко странным, потому что, опять же, в моей семье это все в плюс человеку приводилось. И я в детстве, мне даже мама говорила, что мама с папой не хотели, чтобы я была врачом. Мама говорила, что у девочки должна быть профессия более легкая. Вообще мама хотела, чтобы я работала где-то косметологом, либо там визажистом, но чтобы профессия была такая в салоне красоты, то есть окруженная радостью. Поэтому мне всегда казалось, что как бы нету плохих профессий, и эта профессия крутая, мама ее советует, да. И у меня было много вариантов профессий до того, пока я определилась, и каждый вариант, в принципе, мои родители поддерживали, ну, кроме археологии, потому что мама сказала, что в жару в Египте все не так, как показывают в мультиках, и мне там точно не понравится, так что можно успокоиться. Мама была права. Ну, это как бы такая просто одна из профессий, которые я хотела. И я в шоке, насколько сейчас, получается, молодое поколение сталкивается с вот этой реакцией от общества. То есть, если ты тренер, или, получается, там, я не знаю, секретарша, или еще кто-то, и ты не получаешь миллионы, или ты там не адвокат крутой, то ты не человек. И я теперь понимаю вот это давление на людей, что дети не могут выбрать то, что они хотят, а ведь профессия — это, по сути, ваша работа, это большая часть вашей жизни, большая. Вы будете до пенсии с утра до ночи проводить на работе, и только вот такой кусок дома с семьей. То есть работа вам, по сути, должна нравиться еще больше, чем ваша семья, чтобы вы были в жизни счастливы, а жизнь у вас только одна. И, естественно, эти бедные детишки, которые вырастают, которых заставляют идти на нелюбимую профессию, но которая бы считалась, вот я не знаю, считается вроде круто, там, экономист, все такое, но которые потом пойдут работать на профессии, которые считаются в обществе крутыми, будут их ненавидеть всю свою жизнь и будут ненавидеть свою жизнь в общем, потому что, как я уже сказала, 80% вашей жизни вы проводите на работе. Только потому, что есть вот такие вот, извините, конечно, придурки, которые могут себе позволить на телевидении, на всеуслышание показать свою фубе в сторону, получается, большинства профессий. Если честно, мне трудно даже подбирать слова так, чтобы мысли были без каких-то ужасных слов. Я была, ну вот шок, это еще мягко говоря. Нет, это вообще просто... Это кошмар. Это кошмар и ужас. Я лично, когда выбирала, да, профессию, я ее выбрала только потому, что и до сих пор я ее так люблю, хоть у меня не получается, я стараюсь, потому что я видела двух людей, маму и папу, которые помешаны на своих... Они прям любят медицину. Тут
нельзя не полюбить, когда ты видишь двух людей, у которых вот просто глаза по чайнику, когда они об этом говорят. Я до сих пор боюсь маме задавать вопрос, потому что если у меня есть вопрос в области медицины, вот такусенький, который можно ответить одним словом, я задаю его маме, и у меня 40-минутная лекция из мединститута, и я сижу такая, ну, у Гугла спросить было бы легче. Я понимаю, и мама все, ее там не остановить, все вот так вот глаза, как будто рассказывает, я не знаю, про искусство, музыку, там кто-то, а она мама, я такая, ну и там та-та-та-та-та-та, я такая, тема к утреннему кофе, зашибись, Саша, зачем спрашивала утром, могла бы вечером. И так было с детства, то есть я маленьким совсем ребеночком вставала, и там тут у мамы женщина рожает, там у папы кто-то пришел с отрезанной рукой, он его пришивает, ну, естественно, образно говоря, но и женщина у нас раз дома чуть не родила, соседка, только скорая не приехала, мама там что-то делала. Ну и к папе тоже соседи, знаете, когда что-то быстро произойдет, пока там до больницы все-таки, тем более в то время в Грузии, в общем, дома зашивалась тоже. И я помню эти моменты, что мои родители просто помешаны, и если вот с ними говорить о медицине, вам покажется, что вот круче этой профессии ее просто нету. И вот мне кажется, так люди должны выбирать профессию, не потому что медицина такая хорошая, сейчас мы тоже к этому вернемся, что медицина совсем не хорошая профессия в общем, ну, если так уж смотреть. Но это показывает, и мои родители, они всегда и за маленькие деньги работали, и вообще без денег работали. Для них главная была работа, потому что они ее обожали. Папа мой из сибирской деревни, где вообще никто не хотел, чтобы он учился, потому что не было денег, когда он поехал поступать в мединститут, поэтому он потом на 25 работах и работал. Мама тоже приехала, ее родители не хотели, чтобы она училась, в то время не было принято, то есть мои родители довольно, я поздний ребенок, не хотели, чтобы она училась, у нее папа армянин, хотела, чтобы она вышла замуж, рожала детей, она поперлась в Сибирь, тоже через 3 года только поступила по своим там причинам. Но вот настолько тоже они любят эту профессию, и им было всю жизнь просто круто. То есть у меня мама до сих пор просто помешанная на гинекологии, и я такая, все, я больше не могу об этом слушать, не хочу. И это правильно. Вот такой подход к профессии, такие специалисты, они хорошие специалисты потом выйдут. И я вижу также врачей. Сейчас мы эту тему тоже обсудим немножко. Не очень хочу в нее углубляться, но так, чуть-чуть. Потому что она противоречива. Я как бы там за обе стороны. Ладно, сейчас обсудим. Ну так вот. И поэтому я даже в детстве, мне, например, тоже мама говорила, у меня родители, они хотели, я, естественно, родилась, выросла в Грузии, чтобы по грузинским правилам там в 20 лет, там, не знаю, ну, раньше так считалось, девочка обычно выходила замуж и уходила жить в семью мужа. Не всегда, но довольно часто это принято. И мои родители, поскольку они хотели, чтобы я работала или вообще не работала, радовалась жизни, или там работала в салоне, понятное дело, что больших денег бы это не приносило, и фиг его знает, какого я мужа выбрала бы. И поэтому они еще, когда я совсем под стол ходила, решили еще и квартиру мне купить, чтобы бедная дочь не жила с семьей мужа. То есть у меня... Мне тоже не надо было, как бы, меня не заставляли идти учиться, меня не заставляли хорошо учиться в школе, меня не заставляли выбирать профессию медицину, и тем более меня не заставляли уезжать за границу. То есть тут вообще все планы моих родителей на меня просто порушились, и мама до сих пор говорит, что я зря себя мучаю, надо вообще спокойно жить и себя любить, и свои нервы беречь. Но именно как бы из-за них я такой стала, потому что нет ничего приятнее видеть человека, любящего свою профессию. И такой человек никогда в жизни не оскорбит никакую другую профессию, потому что если он понимает, что он так любит свою, значит тот человек также любит свою. А если ты что-то очень сильно любишь, и тебе бы было неприятно, если бы оскорбили тебя, ты никогда не сделаешь так другому человеку. И поэтому вся вообще эта ситуация для меня, она очень дикая, мне очень жалко детей, которые растут в семьях вот с такими родителями, которые могут им там про профессию их мечты сказать вот такие вот вещи, но бывает опять же все.
но жалко. И теперь подойдем еще немножко про медицину, потому что был такой интересный случай. У меня мама очень мудрый человек. И вы сейчас знаете, что с этой пандемией очень многие врачи начали забастовки устраивать, студенты забастовки устраивать. И знаете, вначале у меня друзья студенты в Германии как раз на последнем году обучения, их тоже припахали, и экзамены их заставляют сдавать. И я была на их стороне, то как ужасно, они там подписи тоже собирали, все эти медработники в России, которые мне платят зарплату, они работают сверхурочно. И я была на их стороне. И я как-то позвонила маме, говорю: мама, вот представляешь, мне сейчас подружка позвонила, у них там такой кошмар, как ужасно, ну, про Германию. Россию даже, если честно, трогать теперь не хочу. Про Германию, скажем, да, про студентов. Какой кошмар. Она меня слушала, такая, ну, я не знаю, потому что вот у меня мама, она никогда как бы не критикует прямо, маме тоже можно было в адвоката идти. Она такая: ну, я не знаю. Вот когда мы с твоим папой были молодые, и мы еще были студентами, и в Армении случилось сильное землетрясение. И добровольцы вообще бесплатно, им там просто грамоту выдали. Они в пик землетрясения, папа поехал сам туда. В пик землетрясения. И ему, как я поняла, что им вроде бы что-то обещали, но потом просто там дали грамоту, и папа, в принципе, сильно не расстраивался, потому что и мама тоже не понимает сейчас этих студентов, потому что если вы любите свою профессию, медицину, то вы хотите помогать людям. Да, деньги — это важно в наше время, но когда стоит выбор между пациентом, которому плохо, или вот как тогда людям во время землетрясения, которые лежат там без рук, без ног, ну, грубо говоря, да, ты не думаешь о деньгах. И было бы логично поднять вот всю эту тему, то есть закончилась пандемия, да, и все врачи такие: так, мы вот это отработали, все пациенты, все хорошо, а теперь давайте так, вот сейчас вы нам поднимете зарплату, потому что больше за такие копейки вообще мы не хотим работать. Это что касается России, да, потому что там вообще, правда, зарплата у врачей, правда, очень низкая, вообще не только сейчас. А что касается Европы, которые просто работают сверхурочно, и до этого им платили неплохие деньги, у них неплохие зарплаты, да, такая ситуация. Во время войны врачи бесплатно вообще работали, да. Сейчас, по идее, все студенты должны были первые тоже стоять, ну как мама рассуждает, и я с ней, в принципе, после ее рассуждений согласна. Но это все сейчас проблемы поколения, которые шли на какие-то работы, а именно, да, адвокаты, медики, экономисты. Три такие, мне кажется, основных направления, куда родители своих детей хотят запихнуть. Поколение людей, которые не профессию любят, а которых запихнули туда, потому что это круто. И они пошли туда не потому, что они вообще хотят людям там помогать, ну, может, это тоже, но они не любят это настолько, им, да, когда они выбирают между, как это я, студент, пойду и подвергать себя опасности, что в медицине, по идее, нормально. То есть врач подвергает себя опасности каждый раз, когда он сталкивается с пациентом. Многие пациенты, и врач не может отказать, да, пациенту, если у пациента заразное какое-то ужасное заболевание, врач должен ему помочь. Поэтому идет вот сейчас, опять же, это поколение, которое так не хочет. А почему? Потому что изначально они шли туда, потому что мама сказала с папой, что там круто. То же самое вот такие вот адвокаты, которые абсолютно не умеют себя вести, которые, мне кажется, позорят вообще саму суть адвокатов. Это для меня всегда в моей голове адвокат это был, знаете, очень умный, начитанный, хитрый, тактичный, умеющий красиво говорить человек, который вот просто любую ситуацию может в свою пользу вывернуть так, что ты это не заметишь. Вот это для меня адвокат. Вот такой, знаете, когда ты прям говоришь с ним и сама боишься, так сейчас что-то произойдет. Я сейчас, оказывается, знаете, как с гадалкой, подпишу документ, что я ему должна 1000 миллионов долларов. Адвокат для меня. И мы видели крутого адвоката в телевизоре, который вел себя так. Естественно, у меня в голове тоже такая
То же самое, да, опять же, с врачами и студентами, которые я не пойду, чтобы меня заразили. Тоже, наверное, не очень правильно. То есть тут я не знаю, я как бы согласна с мамой, ну и ту сторону я знаю. Тут я, наверное, знаете, это вы обсуждаете в комментариях, потому что я еще не определилась. Я, наверное, где-то посередине в данном вопросе. Но я считаю, что в маминых словах очень много смысла, потому что, опять же, когда в их время что-то случалось, они безоговорочно сами были волонтерами, то есть сами туда просились, ехали, не задумываясь, потому что это то, ради чего они пришли в эту профессию. Вот так вот сейчас сложно все вообще, короче, с профессиями. Как-то даже, не знаю. Ну, такая, короче, у нас была тема сегодня для обсуждения. Вы пишите, что вы думаете. Вы думаете на тему вот именно, почему вообще, откуда пошло, что людей могут принизить за какую-то профессию? Ведь раньше это считалось некрасивым, и если даже кто-то так думал, а скорее всего так могли только думать какие-то невоспитанные, некультурные и, я думаю, даже не очень образованные, скорее всего, люди. Потому что начитанный человек такого не скажет, на мой взгляд. Да? Раньше они это все равно скрывали более-менее, то сейчас это вышло на новый уровень, потому что это в открытую говорят в телевизоре и высмеивает не один человек, а целая студия людей. Это вообще, это как? Это страшно, это ужасно, это обидно. Знаете, я говорила на СМР-канале в видео про психологию, да, что каждое поколение в человеческом развитии, да, оно должно быть лучше другого. По многим причинам в эволюции, сейчас не будем про это, но это вообще, знаете, такая тенденция прогресса, да. И когда ты видишь, насколько регресс сравнивая даже с не очень далеким поколением, что мы не улучшились, а вот в этом плане мы вообще упали просто ниже плинтуса, так страшно становится, потому что это не есть нормально. Ну, не знаю, я была очень ошарашена, очень неприятное ощущение от этого. Печально, просто печально.